Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня опять эта красная чашечка пришла к нам рассказать, что там нам надо знать. О, какие у нас тут интересные дюны. Я вижу человека, мечтающего о какой-то далекой звезде. Эта звезда, то, что он хочет получить, это по судьбе. Но, возможно, это вас показывает, да? Потому что вот та мечта, которую вы видите, хотите это получить, это, ну, это по судьбе, это 100%. Тут крест такой. Тут интересно еще говорят, что вот то, что вы хотите получить, а, а, оно как питает вас. Вы делаете все возможное здесь на земле для того, чтобы получить это, да, и вот какая-то такая подпитка такая. Но вы стараетесь очень. Да, вот. Я вот просто смотрю через экран, оно видится одно, по одному, здесь по-другому. Так. Ну, давайте рассмотрим чашечку. Вот здесь я вижу птицу еще такую огромную. Огромная птица. Но это, знаете, очень счастливые моменты будут. Причем такие, у нее такой хвост еще такой большой. Это такой длительный эффект счастья, когда не только вот вы ну, как ежеминутно прочувствовали в этот момент. Нет, это очень долгий период, промежуток, когда вы будете ощущать, что вот все в жизни складывается как хотите. Причем вот тут такой маленький человечек, который эту птицу несет на руках. Вернее, как то ли схватился за крыло, вот какое-то такое, знаете, как руки вверху, руки вверх подняли, и идете победоносно. А эта птица огромная. Ну, как вам принадлежит, это вы ее хозяин, этой птицы. Такое вот счастье у вас. Так, здесь у нас в чашечке сегодня женщина идет, несет какие-то сумки, спешит куда-то. Тут покупки были. Вы с покупками летите домой, может быть, накупив много всего. Тут говорят именно о том, что вы в радость себе будете много что приобретать. Небольшой такой вот флер, разве что, знаете, чего? Как будто бы не потратьте много. Вот, не потратьте много. Если это, конечно, деньги, которые вам, ну, там, например, просто так, кто-то за вас не платит. 3 женщины за ручки держат, ну, вот как в обнимку даже так. Они какие-то одинаковые. Кто-то, наверное, одна из них вы. Может быть, так. Вы вместе дружите. Тут дружба 3 женщин каких-то. Вместе. Одна. Так, у меня собачка с мячиком играется. Одна женщина, у нее в голове, она умеет зарабатывать, значит так. Вторая и третья, вот они как-то больше вместе, я вижу, они как больше перешептываются друг с дружком, и у них какие-то планы всегда назревают. Но вы как втроем все-таки вот как равные. Никто ни от кого не отделяется, но вы больше такая, хоть и обособленная, конечно же, то есть вы умеете заработать. То есть тут 3 женщины, они могут одинаково тут вместе вести бизнес. Возможно, вот такая тут ситуация, когда вы вместе ведете какое-то дело, вместе, может быть, строите что-то, вместе там скидываетесь на что-то. Может быть, и вместе проводите время, но тогда вы, когда проводите время вместе, ну, типа как время отдыха, например, там за чашкой чая, кофе, вина, бокалом, то вы все равно как-то делитесь какими-то своими достижениями, которые помогают друг другу быть, ну, вот как держаться в этом мире. Такая интересная чашечка, все о целях и о целях. В голове какие-то стрелки, вперед, вверх, бежит человек куда-то. Тоже есть, вот, допустим, бежит человечек с идеей какой-то в голове.
шаг большой. Ну, тут, знаете, как вот ничто ему не помешает. Тут идет такой бег, и, вы знаете, должно получиться. Будто бы ситуация складывается так, что все, что вы будете достигать, стараться достигать, вы достигнете. Вот здесь прям вот как в голове какая-то идея возникла, и вы вот такой на себя надели шлем, который вас, во-первых, защищает от различных других людей, которые что-то шепчут, говорят, там получится, не получится и так далее. Вам вообще все равно, потому что у вас вот этот шлем на вас, вы как защищены. И это тот же самый, вот, ну это как не шлем, это все-таки какая-то такая шапочка, да, и этот же самый головной, железный головной убор, он соединяет вас с какой-то антенной с небом. Это что-то, что вас очень сильно держит, вот как с небесными силами, как будто бы вы получаете оттуда информацию, силы. Это ваше, значит, это ваша цель, то, что вы хотите создать, то, что вы хотите сделать. Можем, конечно же, посмотреть и на картах, что это за цели. Давайте посмотрим. Так, вот про этого человечка, который бежит с определенной какой-то идеей, целью. Что это за цель? Ой, ну тут достигнете вы, смотрите, какая офигенная карта идет. Но лучшая карта здесь в этой колоде, грубо говоря, большая фортуна. Вам будет фартить. Вы прям знаете, что, смотрите, все на вашем пути, вот то, что шло в чашечке, однозначно идет и на картах. Вам будто бы всегда будут открываться двери. Люди, которые будут встречаться на вашем пути, они будут помогать вам. Это то, что вы долго ждете, то, что вы хотите очень давно. Это то, что вы уже, ну вот по этой карте уже боитесь, что не получится, вот какие-то сомнения такие возникают, что это. Это то, чему вы будете радоваться. То, что вас объединяет еще как минимум с 2 людьми. Это как минимум с 2, а может и с 3 людьми. Вот что-то такое. Достигайте цель, не смотрите ни на что, идите вперед, тут большие сапожки у вас такие, прям вот, может быть, чуть-чуть больше, чем по размеру, значит, ну вот как будто бы, знаете, цель чуть-чуть больше, чем вы можете, но вы сможете. Вот вы сможете, вам тут небо помогает, вы прям советы с ним держите. Тут еще так интересно, вы как одной ножкой стоите на черепашке, вы как-то притормозили, что ли? Но она, интересная черепашка, она умеет, вы как эта черепашка и ваше движение похоже на, как будто бы вы на скейте стоите. Вот на скейт-доске, вот на скейтборде. Будто бы вот разгон такой, эта черепашка вас везет. Смотрите, если вам тут сейчас говорят, что в вашей какой-то определенной задаче, определенной цели, которую вы хотите достичь, которая вас объединяет с какими-то еще другими людьми, да, вы как вместе ее хотите, то небольшая заминка, которая возникнет, она вам вот как необходима для большого разгона. Да. Это вот ваша взлетная полоса. Буквочка Y с короной. У кого на букву Y, может быть, начинается. Дальше Y начинают какие-то начинания. Вот. Очень много почему-то вот этих вот рогатки. Такие, может быть, это как рогатки. Я вижу вот эти рогатки, они очень похожи на усики, которые как антенки. Эти антенки, очень много вот таких вот знаков. Медленно иду, но чувствую, что это правильно. Вот, чутье не подводит, плюс еще вот эти антенки помогают вам. Ну, вот такой период в жизни будет сейчас, или вот сейчас вы в нем находитесь. Эти антенки помогают вам прощупывать территорию, будто бы, ну, вот как в правильном направлении, чтобы идти. Ни на что не натолкнуться. Так, я вижу человека, который в охапке несет дом. Корона на голове, мужчина. Дом несет. Светлый человек вроде бы. Такой с галстуком. Вот он.
Так, давайте возьмем, будем, чтобы не тыкать. Вот мужчина. А это женщина, это вы. Вы как соединяетесь вместе. Почему-то вы как темненькая ведьмочка, а мужчина светлый. С короной на голове. Король. У него есть... Слушайте, это прям мужчина, потому что тут вот X, вы XX, а он XY. Боже, тут прям химия какая-то. Это говорят, что между вами химия будет реально. Да, здесь встреча двух людей, которые по судьбе. Хочу на картах посмотреть. Раз уж так интересно нам сегодня рассказывают, давайте посмотрим, что это за король такой. Он в светлом фраке, что ли. Вы в темненько, а он прям как бы противоположность светлая. Это не говорится, что вы плохой, хороший. Нет. Здесь как разные совсем вы. Что это за мужчина такой? Мужчина. Что это за мужчина? Посмотрите, опять эта карта идет. Ну вот, опять же, да, по тому, что выходит, это мужчина, который новый в вашей жизни. Что это за мужчина? Очень стабильный, легкий. Что это за мужчина? Вдовец. Что за мужчина? Угу. Из других краев. Слушайте, интересно так, а вот он вам, когда вы познакомитесь с ним, что-то он вам скажет, что вот жди меня, вы прям знаете, что вот он придет тогда. Друг ваш по жизни будет. Надежда. И свадьба карта, смотрите. Ну, что вам сказать? Что вам сказать еще? Ну, красиво выходит. Свадьба, праздник. Будет праздник и будет свадьба, говорят. Мужчина здесь, девочки, нарисовался. А вы знаете, что тут еще такая ситуация, когда вот он идет, да, а у него за спиной будто бы падают другие в пропасть. Это как конкурентов он уложит всех. Что еще у нас тут? Это вот эти 3 женщины. Я думаю, смотрю, что это знакомый знак. Хорошо, ну, в общем, причем это какая-то основа. Я думаю, что тут основное я сказала. Угу. Так, показана такая интересная ситуация, вот как, знаете, как защита, какой-то покров. Вот покров, так будет лучше. Покров. Кто-то вас покрывает защитным таким покрывалом небесным. Ну, это что-то, знаете, как силы выше, силы какие-то. Что-то связанное с сердцем и глазками. Эти 2 органа взаимосвязаны каким-то образом. Кровеносная система вместе с глазами. Что-то может быть такое, лечиться, может какие-то препараты пить, либо может очистка идет. И прорисовано большое ухо. Услышь информацию. Ты это увидеть не сможешь, говорят тебе. Смотрите, сердце. Информацию ты увидеть не сможешь, ты можешь это услышать. Закрыв глаза, ты услышишь сердце. Но сердце прорисовано как орган, не вот это сердечко, а вот настоящий орган с ответвлениями сосудов главных. Так, хорошо, мои дорогие, чтобы не было таких вот задержек, молчаний, я думаю, что это все, значит, это все, что нам показали. Ну, тут вижу
Окей, что-то тут интересное. Хорошо, смотрите, здесь еще экзотические звери. Кто-то в Австралии, может, будет. Тут у нас крокодилы, кенгуру, еще какие-то очень интересные, как будто бы не нашинские звери. Да, здесь киви, вот какие-то такие вот, да, звери, которые и птицы абсолютно не наши. Или кто-то в зоопарке, может, будет. А зачем нам это говорят? Ну, бывает, что вот информация такая есть. Я пока не могу. 7, цифра 7, 4. Может, что-то там, что-то будет, да, происходить. Может, я какое-то слово часть читаю, но здесь вот есть илу, руну. Что-то может пропущено, конечно. Это два разных слова. Одно под другим написано. Так, мои дорогие, это достаточно, я думаю, все. Спасибо вам, мои хорошие. Сейчас я разве что, знаете, что совет. Почему бы нет? На картах сейчас посмотрим совет. Так, совет вам на ближайшее время. Так, доктор, может посещение какого-то доктора, куда вы там записались? Обязательно не забудьте, значит, вот, если вы там куда-то записывались. Дальше, если кому-то нужна помощь, помогите. Если вам помогают, примите эту помощь. Вам будут какую-то помощь. Что вам делать? Примите помощь. Да, вам как что-то принесут. Возьмите. Так, а это недруг какой-то. Что за недруг? Кто это такой? Кто-то денежки хочет украсть ваши. Не получится, будет плакать и страдать. Ну вот и хорошо. Почему нам так говорят? Зачем нам показывали? Ну, потому что тут будет какое-то проявление человека, будьте внимательны, потому что будет какое-то проявление человека, похоже на друга, с дружескими какими-то намерениями. А воришка. Воришка. Плохой человек. Плохой. Легкомысленный, ищет удовольствие. Тут мужчина может быть какой-то не старый. Не старый. Возможно, показывает, что мужчина, который моложе вас, вот, и он будет приставать, ищет каких-то развлечений, ничего серьезного нет. Вот такое может быть еще. Ну и там мы видели, да, есть постоянный какой-то человек, постоянный мужчина, который будет в вашей жизни. Так. Спасибо вам, мои хорошие. Благодарю вас за внимание, за вашу поддержку, материальную поддержку, за то, что вы действительно цените мой труд. Я чувствую, вижу каждого. И мне очень радостно от того, что у меня такое замечательное комьюнити. Благодарю вас за ваши лайки, за те добрые слова, которые пишете в комментариях. Спасибо вам за все. До новых встреч. Пока-пока.